темное время полярной ночи для Кольского позади, но зима, мой самый любимый сезон в Арктике, в самом разгаре. Впереди метели и морозы, а снег здесь будет лежать до мая, так что есть время заняться моим северным домом. Сегодня покажу свои последние покупки, которые сделают жизнь в Заполярье чуть уютнее. Если вы на моем канале впервые, это моя Севериата – история жизни в доме на берегу озера в русской Арктике. Добро пожаловать в Заполярный круг! Жизнь в Арктике зимой трудна для всех живых существ, поэтому первым приобретением стала кормушка. Поскольку дом мой стоит у основания горы, прямо у края леса, и обнаружить поутру возле крыльца следы куницы, лисы или горностая – обычное дело, еще перед началом зимы я подумала, что стоит помочь моим лесным соседям, по крайней мере птицам и белкам. Взяла довольно открытый домик, заранее покрытый антисептиком, где нежаренные семечки и орехи в легком доступе, и периодически пополняю запасы. Повесила так, чтобы его всегда было видно из дома и с крыльца. Крайне полезная вещь в северном климате – уличная щетка для обуви, называемая еще финской, поскольку у скандинавов такая стоит возле почти каждого дома. Да, для чистки от снега можно использовать старый добрый веник, но такая щетка куда удобнее и за пару движений счищает весь налипший снег. В целом ее нетрудно смастерить самому из щеток и каркаса, но я все же не настолько фанатичный самоделкин и соотношу затраченное время с выгодой. Она будет полезна не только снежной зимой, но и летом, когда близость горы и озера неизбежно влечет песок, землю, еловые иголки и прочую лесную радость в прихожей дома. Для своего любимого буфета горки, о котором рассказывала в видео по ссылочке тут, докупила, наконец, фурнитуру. Постепенно этот симпатичный пенсионер приобретает свой финальный молодцеватый вид. Останется только вставить стекло и закрепить штапиками. Он уже с удовольствием используется по назначению. Здесь же, кстати, и еще одно полезное приобретение для дома. Вот такая металлическая подставка под тарелки, которая на самом деле очень удобна не только для хранения и сервировки стола, но и для сушки. Особенно крупногабаритных кухонных предметов, вроде решеток и противней духовки. Следующее приобретение – вот эта небольшая резная рамка.
Почему я решила показать вам этот маленький кусочек дерева кустарного производства? Все потому, что меня поразила потрясающая схожесть разных культур. Лично мне эта резьба напоминает деревянные наличники окон русского севера, Новгородской и Вологодской области, поэтому она и была замечена и приобретена. Вот только привезена она была из Катманду, столицы Непала, и является копией окна во дворце Кумари, откуда иногда выглядывает ни много ни мало живая индуистская богиня, обожествленная девочка, которой поклоняются непальцы. Удивительно, как пересекаются символы и культуры разных народов, отделенных друг от друга тысячами километров. Кстати, мое зеркало в резной деревянной раме тоже издалека, из Индонезии, хотя в нашем северном доме у меня создает ощущение чего-то нашего, традиционного, теплого. Вот какими удивительными вещами полон мир, если только проявить любопытство. Несимпатичный электрощиток в лестничном холле дома по плану будет закрыт самодельным деревянным шкафчиком, а пока план не реализован, отвлеку от него внимание постером в раме, хоть и временным. Чтобы не ломать голову над креплением, идеально подойдут самоклеящиеся крючки. А еще наконец-то приобрела раму, чтобы разместить графику Ирины Сидиковой. Это художница, живущая на Кольском полуострове, посвятившая ему все свое творчество. От ее работ неизменно веет каким-то удивительным спокойствием севера. Сюжеты передают быт, природу Кольского Заполярья и его разнообразных обитателей, мохнатых и не очень. И главное, что в этих работах, хоть и изображающих полуостров в целом, я всегда узнаю именно нашу деревню. Наших лаек, наши озера, наши елки на горе и свой дом.